Привет, меня зовут Лилия. Для такой пасхальной композиции нужно сделать вазу, которая будет основой. Для нее взяла очень простую пластиковую вазочку. Моя очень старая и местами потертая. Раньше я ее использовала для хранения кусочков проволоки и прочих подобных мелочей. Для декорирования вазы буду использовать вот такой витой шнур с шелковым эффектом и толщиной 5 мм. Поверхность вазы затираю наждачной бумагой для лучшего склеивания. Из гофрокартона вырезаю круг диаметром 19 см и делаю его в 2 слоя. Из того же гофрокартона вырезала полоску шириной 3 см, которую перегибаю по всей длине. Обратите внимание, что полоску нужно вырезать поперек ребер жесткости картона. Получившуюся полоску приклеиваю по краю картонного кружка. И теперь к получившейся детали по центру приклеиваю вазу. А дальше приклеиваю шнур по спирали на всю поверхность получившейся заготовки. Предвидя ваш вопрос, а сколько шнура вы израсходовали, отвечаю, что точного метража я не знаю, так как до этой работы я уже отрезала от бобины несколько метров. И все же попробую посчитать. Изначально в бобине было 25 метров, минусую примерно 2–2,5 метра. А после намотки на вазу в бобине осталось 5,5 метров. В итоге, по этим приблизительным подсчетам, на вазочку было израсходовано около 17 метров шнура. Многовато, конечно, но мне результат понравился. Чтобы крепить цветы, веточки и декоративные элементы, на вазу внутрь нее вставляю кружок из пенополистирольной плиты. Такую плиту я покупала в строительном магазине. Можно использовать также пенопласт или же флористическую пену. В центре композиции будет фигурка петушка, но я ее приподнимаю на 2 слоя пенополистирольной плитки. Цветочную композицию составляю из разных искусственных цветов и веточек.
А эти декоративные яйца сделала сама, используя небольшие пенопластовые яйца и золотистый шнур. Шнур приклеивала, наматывая по спирали. Кстати, ссылки на некоторые материалы вы можете найти в описании к этому видео. Собирать композицию начинаю с бутонов, переходя затем на веточки. Вот такие ветки нарезаю на отдельные стебли. Декоративные яйца я закрепляла на кусочки проволоки. Так их удобно располагать и крепить в букете. В конце решила добавить длинную золотистую кисть. Ее закрепляю снизу чаши вазочки на обычную портновскую булавку. В итоге страшненькая ваза превратилась в необычную шелковую, в которой я собрала праздничный пасхальный букет. Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.